Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Это у меня улей 27 рамок. Вот. Сюрпризы ноябрьские. Это у меня, видите, перегородочка. И с этой стороны семейка на одну рамочку. Вот это облеточный отводок был целый сезон. Я тут облетывал матку. То есть у меня тут матка облеталась, я ее забрал, маточник дал. Опять они матку вывели в маточнике, облетали, я ее забрал, отдал другим, опять им маточник. Таким образом у меня эта семейка тут существовала. Ну, понятное дело, что от нее осталось ничего. Хвосты и крылья остались. И она, конечно, зимовать не может, ее надо куда-то присоединить. А тут у меня семейка. Капец какой-то. Была нормальная. Была нормальная семейка. Сейчас тепловизором смотрю. 3 рамочки пчел. Что же вы сделаете? Ослабла почему-то семейка. Вроде и закрыта была, но что-то с ней случилось. Но тут, с этой стороны, куча ос. Значит, осы все-таки щели где-то нашли и мою семейку подгрызли. Печально, конечно. Ну, ничего не сделаешь. Жизнь такая. Так вот, видео сегодня. Это будет такая штука, потому что спрашивали, перезимуют ли пчелы, если нету матки. Вот сейчас будем этим делом и заниматься. На тему, перезимуют ли пчелы без матки. Что делать, если нету матки. Я когда-то в видео говорил, осень – это такая штука, когда пчеловоды ликвидируют слабые семьи, которые в зимовку непригодные. Вот у меня семейка есть непригодная с облеточного отводка. Ее надо ликвидировать. А матка там есть. И матка этого года молодая. Вот. И в это время осенью, если у вас пропала матка в семье, походите по пчеловодам, если своей нету запасной. Потому что на пасеке всегда должна быть запасные матки. Вот у меня они в облеточных отводках. Если у вас нету запасной матки, просто походите по пчеловодам по местным, понойте. Расскажите о своей беде, и где-то найдется добрая душа, которая даст вам матку. Потому что сейчас семьи ликвидируются, и матки лишние. Но это я такой сумасшедший, который в ноябре ликвидирует. А вообще люди ликвидируют в октябре, в сентябре. И в это время маток куча лишних, никому не нужных маток на пасеках есть, потому что они ликвидируются вместе с семьями. Вот. И вам эту лишнюю маточку кто-то даст, потому что если матка пропадает, или вы обнаружили пропажу уже поздней осенью, то понятное дело, что времени, чтобы вывести новую матку, у вас нету. А раз нету, значит, что не выведете. А если и выведете, то не облетается, потому что времени нет. В общем, проблема. А так, пошли к пчеловоду какому-то. Панели, и он вам даст маточку лишнюю. Потому что маток этих, как грязи, осенью лишних, никому не нужных уже. Так что пропажа маточки в сентябре – это дело не пропащее. Маточку найти, в принципе, можно, даже бесплатно. Просто походите, попросите, вам дадут. Так, может ли семья перезимовать без матки? Может, перезимует. Но проблема в том, ну, во-первых, она плохо перезимует, обгадится, но, в принципе, перезимует. Проблема в том, что вы будете с ней весной делать. Без матки что? Семья пропадет за 20 дней буквально. Растает на глазах, от семьи ничего не останется, потому что матка должна весной работать как можно больше. А у вас матки нету. И что? И толку с того, что они у вас перезимуют, если у вас все равно нету матки. Значит, что семья так и так пропала. Что делать, если вдруг нету матки и нету добрых пчеловодов в округе? Безматочную семью надо присоединить к маточной семье. Берете семью, которая без матки, и присоединяете к семье, которая с маткой. Вот в это время можно и посреди зимы, можно перед весной. В общем, можно всегда, когда пчелы уже не летают. Даже когда снег идет на голову, все равно их можно свести вместе. Целую зиму на пасеке еще можно семьи сводить. Сейчас у нас не холодно, сейчас у нас плюс 2 градуса, поэтому пчелки не померзнут. Это я для тех сказал, кто сейчас будет рассказывать, что ж ты их открыл, они ж померзнут. Не померзнут, сейчас не холодно. Следующий вариант. Если у вас плохая матка, спрашивали, когда я меняю маток. Вот у меня есть, допустим, плохая матка, которая себя в этом сезоне плохо проявила, и я ее не ликвидировал до этого времени. Она у меня стоит на учете, как неблагополучная, рецидивистка. Вот. И вот в это время у меня образуются маточки, такие семейки маленькие, которые надо ликвидировать, а в них хорошие матки. Я вот беру эту маленькую семеечку с хорошей маткой и присоединяю к той, где плохая матка. Притом я матку плохую даже не ищу, потому что пчелы маток не убивают поздней осень. И сейчас присоедините к ним семейку с хорошей маткой, и будут зимовать 2 матки аж до февраля месяца. А в феврале месяца, где-то в середине, они одну матку убивают, одну оставляют. И, как правило, оставляют ту матку, которая лучше. То есть они оставляют матку помоложе, а старую ликвидируют. Поэтому особого смысла искать старую матку нету. Ну, можете, в принципе, найти
это будет лучше. Но я даже не ищу. Обычно в 90% случаев они оставляют матку помоложе, та, что получше. Поэтому искать смысла нету. Вот. И сейчас я буду присоединять матку. Там, в принципе, неплохая матка в той семье была. Но что с ними случилось? Наверное, осы погрызли. Потому что что? Потому что куча сбоку дохлых ос. Значит, они от ос отбивались. Вот. Но все равно осы их подожрали. И притом, вот видите, ноябрь месяц у меня эта семья числилась как благополучная. Тут было 5 рамочек пчел, а сейчас осталось 3. И вот хрен угадаешь. Вроде надеялся, что семья благополучная. А сейчас с тепловизором побежал, а семьи тут нету. Вот такая вот беда. Обидно, конечно, обидно. Что же вы думали? Обидно не то слово, как обидно. Но никуда не денешься. Приходится работать с таким, что имеем. Вот сейчас я семьи осмотрел, которые у меня числились как на выбраковку, неблагополучные. Открываю улья, там по 4 рамки пчел. Где они взялись? Хрен его знает, где они взялись. Ну, может, из расплода вышли. Вот. А может быть, пчелы осенью перелетели из улья в улей, с какого-то улья смотались неблагополучно, прилетели в этот, и семейка усилилась. Потому что мы знаем, что есть весенние перелеты пчел между ульями. Весной семья может разлететься к чертовой матери. Вот, потому что есть либо матка плохая, либо семья неблагополучная. Они разлетаются по чужим ульям, семья самоликвидируется. И вот замечаю не первый раз, что и осенью такое происходит. То есть сильно теплая осень способствует тому, что пчелы перелетают из семьи в семью. И вот у меня дивным образом семьи, которые шли на выбраковку, которые я заметил, которых надо либо свести вместе, либо усиливать, они сейчас, по 4 рамочки. То есть по килограмму пчел могут себе зимовать без проблем. А вот это ослабло. Ну, тут, наверное, осы постарались. Не досмотрел. Где-то я прогавил щель в улье. Через нее лезли осы. И там на дне этих ос, вон, ой, полчища. Вот, они заходили, выйти не могли, пчелы их били, но и они пчел били. Так что пострадала моя семейка. Такие вот дела. Поэтому осенью не угадаете вы, не угадаете силой семьи никогда. Не угадаете силой семьи. Эта семеечка у меня с запасной маткой. Я ее даже не закармливал, она на пустых рамках. Потому что что? Потому что в зиму она идти не должна была. Поэтому она голодная, как бобры голодные. Вот, и сейчас мы их будем ликвидировать. Голодные, несчастные, они же, конечно, не перезимуют. Там одна рамочка пчел. Даже если они перезимуют, потому что у нас теплые зимы сейчас, даже такая недоросль обгадится, но перезимует. Но дело в том, что весной с ней все равно толку никакого нету. Поэтому эта недоросль мне не надо. Вот, мы ее под ликвидацию, эту недоросль. Так, недоросль под ликвидацию, но недоросль еще надо покормить. Как мы ее будем кормить? Вот у нас есть рамочка хорошая с медом, пригодная. И мы эту рамочку поставим им вот так вот, в разрез. Вот так вот. Раз, раз, раз. И эти пчелки, они сбегутся. Но этих пчелок можно... Сейчас посмотрю, нет ли тут матки. Она мечена, ее видно. А, есть. Вот она, зараза, бегает. Не повезло. Так, маточку надо на рамочку. Полетела, полетела, полетела. Летает, зараза. А, ну полетела, и на рамочку вон села, и полезла в улей. Видите, маточка осенью пурх, и полетела. А могла полететь, упасть на снег, и нету маточки. С маточками надо сейчас быть аккуратным. А так она полетела, на рамочку села, а вон она и ползает, блин. Иди в клуб, дурочка. Замерзнешь, замерзнешь же, зараза. Замерзнет, надо ее спасать срочно. Оно дурное лазит, лазит по рамке, лазит, 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 лазит. Пропадет же. Не пошла к пчелам, не пошла. Не пошла. Вон, по дну улья бегает. Не пошла. Ах ты ж, хивря ты. Ты ж нормальная матка. Я ж не хочу, чтобы ты погибла. Вот она на пальце, видите? Мы ее сюда, к пчелкам. Иди к пчелкам иди. Это ты, глупая матка. Иди в клуб к пчелам. Вот, молодец, пошла, 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 пошла. Пошла, пошла, к пчелам иди, к пчелам. Все, ушла к пчелкам. Хорошо, все, спасли. Вот так вот бывает, видите?
Она притом она так как-то пурхает, ее даже не слышно. Беззвучно. Пурх и полетела. Вот. И чтобы она без метки, я бы ее не видел. Все, пропала бы маточка. Так, тут маточки теперь нету на рамке. Рамочка пустая абсолютно. Не нужна тут. Все, в сторону. Там, если 2 пчелы осталось, то ничего страшного. Все. Ну вот мы этих пчелок что? Свели вместе заставную. Вот. Через пару недель приду проконтролирую, потому что сейчас это 2 разных клуба получается. Одна семья, другая семья, 2 матки. Они должны сбежаться в один клуб. Но бывает не сбегаются, тогда надо их заставлять. В общем, через неделю посмотрю, как они сбежались. Вот. Ну, обычно они сбегаются, когда похолодает, так и сбегаются. И если вдруг они не сбежались, то я их искусственно сбегу, заставлю. Ну, обычно они сами сбегаются в кучку и зимуют. Так, вот так вот присоединяем семейки. Если маточка пропала, берете семейку с маточкой, вот так вот присоединяете. Если надо поменять плохую матку на новую, берете семейку с хорошей маточкой запасной, присоединяете. Они там сами разберутся. И никого не слушайте, что зимой нельзя открывать улья. Никого не слушайте. Если надо, ради спасения, открывайте и работайте. Такие вот дела. Ну а сегодня такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось. Такая у меня сегодня работа. И передаем привет моим мохнатеньким чудовищам. Сейчас я их буду утеплять, закрывать. И обязательно надо открыть литочек. Я не помню, открыл, не открыл. Надо открыть, чтобы вентилировались.